Друзья, привет! В одном из предыдущих видео я вам показывал, как быстро вырастет резиновый тростник. А в этом видео я вам хочу подробнее рассказать о том, как автоматизировать, соответственно, вот такие вот фермы из Industrial Craft. На самом деле, для того, чтобы автоматически собирать урожай с такой вот фермы из Industrial Craft на жердочках, вам достаточно одного лишь сборщика урожая. Вот. То есть, потому что культуры, которые растут на жердочках, они растут автоматически, то есть их сажать назад не нужно. Вот, они собираются просто на последних стадиях. Кроме того, такие вот фермы на жердочках вы можете не только там для резинового тростника сделать, вы можете, соответственно, то же самое организовать, например, для стандартных ваниловских ресурсов типа пшеницы, тыквы, арбуза, адского нароста, тростника, картофеля, морковки, какао, грибов, а также одуванчиков. Кроме того, в Industrial Craft 2 вводится своя селекция для таких вот растений на жердочках, и появляется, кроме того, еще большое множество растений, в том числе, которые, допустим, дают золото, железо и так далее. Ну, про селекцию Industrial Craft я расскажу вам в следующих видео. Надеюсь, вам понравится. Вот. А сейчас давайте вернемся, собственно, к автоматизации. Так, вот, допустим, мы ставим сборщик, у нас собирается латекс, не забываем обязательно внутрь него поставить анализатор агрокультур, если мы хотим, чтобы у нас, например, с тростника собирался именно латекс. Иначе он не будет различать культуры и просто будет собирать все подряд, соответственно, жердочек. Если же мы хотим как-то ускорить рост вот этих культур, то мы можем воспользоваться либо вот такой вот увлажняющей капсулой, да, чтобы, соответственно, запитать влагой растения, потом, соответственно, их удобрить. Кроме того, мы можем воспользоваться средством для сорняков. Особенно это актуально, вот если мы высаживаем какие-то там еще селекцию какую-то производим, да, какие-то пустые жердочки у нас есть. Вот, если мы, соответственно, анализатором тыкнем, вот мы видим, да, что вот мы сейчас запитали, нутриент это у нас удобрение, да, вот 151 из 100, вот и storage это у нас вода, мы увлажнили, и, соответственно, вид X storage это у нас антисорняковое средство. Но мы можем вот этот процесс автоматизировать с помощью вот такого вот автосадовника. Значит, мы ставим его также, допустим, вот сюда впритык. Вот. У него область работы такая же, как и у сборщика. Значит, 11 на 3. Это означает, что мы вот берем блок сам, да, и плюс еще по 5 блоков в сторону. То есть сюда вот у нас 5 блоков идет, сюда 5 блоков и сюда 5 блоков. Вот считаем как раз 1, 2, 3, 4, 5. Вот как раз до сюда его хватает. Отлично. Значит, как раз вот такую вот площадку он будет, соответственно, обрабатывать. Так, кроме того, нам будет как раз удобно еще из сборщика автоматически откачивать, да, ресурсы. У него есть свое внутреннее хранилище, но было бы удобно настроить автоматизацию. Это можно делать различными модами. Можно воспользоваться Applied Energetics, соответственно, шины импорта и экспорта прекрасно работают с автосадовником и сборщиком. Можно использовать трубы из BuildCraft, можно использовать трубы, там, например, из Extra Utilities. Я вот люблю пользоваться трубами из Ender.io, поэтому покажу как раз пример автоматизации именно на этих трубах. Так, давайте я, значит, возьму, сделаю для начала резервуар. Так, с водой. Так, сейчас запитаем его. Так, раз, два. Здесь просто в шейдерах не видно, но там у меня находится вода. Я могу, соответственно, выключить, показать. Да, вот у меня здесь вода. Так, все, у меня здесь вода. Дальше, соответственно, с помощью жидкостных я попробую туда передать. Вот, на самом деле в автосадовник можно и просто капсулы закидывать. Вот они, соответственно, сюда. Вот если мы сейчас запитаем, давайте запитаем электричеством. Во-первых, у нас сборщик сейчас будет автоматически собирать латекс. Вот, постепенно, да, собирает. Также мы сейчас запитываем автосадовник. И вот эту воду он взял и использовал для орошения. То есть, если мы вручную увлажняем, нам потребуется такая вот увлажняющая капсула, которая делается в экстракторе. Если автоматизировано, здесь уже можно подавать обычную воду, там, через ведра, либо, соответственно, через капсулы. Вот такие. Так, ну, естественно, этот процесс весь можно автоматизировать. Давайте сюда подведем жидкостные трубы. Так, раз. И поехали. Сейчас мы к резервуару подпитаем. Так. Сейчас я, соответственно, переключу сюда в режим откачки. Здесь у нас пускай, вот он так должен принимать. Все, мы видим, вода поступает, все прекрасно, да?
И, соответственно, когда у нас вода где-то потребуется, будет у нас автоматически происходить орошение. Культура будет расти немного быстрее. На самом деле для резинового тростника это не сильно принципиально, потому что он так хорошо растет. А вот если вы какие-то другие культуры выращиваете, да, то это может быть очень даже полезно. Хотя бы водой запитывать, уже производить автоматическое орошение. Так, допустим, мы дальше хотим, соответственно, еще удобрять нашу культуру. Да. Давайте сюда предметно еще трубы подключим. Zender.io. Так, раз. И здесь, соответственно, поехали. Здесь что удобно, можно, соответственно, в одном и том же блоке, соответственно, несколько видов трубы. Так, раз, сюда соединили. И можно сюда потом еще подвести. Сюда я буду, наверное, откачивать из сборщика. Так, все. Так, и давайте настроим. Здесь, соответственно, у нас будет откачка. Так, сюда у нас будет поступать. И давайте еще фильтр поставим. Так, я еще фильтрами воспользуюсь. Здесь, соответственно, у меня будет храниться. Сюда я хочу помещать латекс вот, из сборщика. А сюда я буду, соответственно, подавать средства от сорняков и удобрения. Так, давайте укажем ему, что сюда я хочу получать удобрения и средства от сорняков. Так, а здесь, соответственно, у меня будет латекс. Давайте я ему укажу, что сюда я хочу получать латекс. Так, все, включаем. Соответственно, извлечение у нас пойдет. Значит, без сильного красного камня. Все, вот отсюда у нас пойдет сейчас удобрение. И средства от сорняков поступать в автосадовник. Все. И как видим, да, он поступает и сразу вот это применяет, где это возможно. Очень классно. Если у вас много удобрения, да, там средства от сорняков, это можно использовать. На самом деле средства от сорняков, мне кажется, здесь не обязательно, если вы уже что-то вырастили. Это актуально только для селекции. То есть, когда вы имеете какие-то пустые жердочки у себя на плантации. Вот. А вот удобрения и воду рекомендую. Хотя бы воду можно автоматизировать легко. Вот. Так, ну и давайте теперь отсюда откачаем. Соответственно, здесь просто выключаем. Все, и он будет сейчас забирать. И сюда поступать. Все. Вот с помощью, например, Zender.io труб мы настроили такую вот автоматизацию. У нас здесь автоматически орошение идет, автоматически удобряется, средства от сорняка обрабатываются. И плюс из сборщика идет откачка. А дальше можно, например, на систему себе там подсоединить, да, и все это автоматизировать. Вот такая вот система. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В следующих сериях я вам обязательно расскажу про селекцию, да, в Industrial Craft. Вот, возможно, про какую-то генетику потом отдельно сниму. Вот, рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.